Здравствуйте, мои хорошие! Я Алла, и вы на моем канале «Просто так». Сегодня вместе со мной я предлагаю вам сделать красивые новогодние прихваточки, которые станут уникальным подарком не только для любой хозяйки, но и будут украшением на вашей кухне. Давайте начнем. Я буду использовать вот такие ткани. У меня кусочки джинсовой ткани разного цвета. Красного цвета, полосочку, обычная ткань, вот кремовый. И еще я буду использовать рубашечную ткань для отделки края нашей прихваточки. Итак, нам нужно сначала построить выкройку. Все очень просто. Посмотрите, прихватка у нас должна быть приблизительно как наша рука. Поэтому я взяла обычную тетрадочку, вырвем листочек вот так вот. Вот лист. Теперь давайте его вот так свернем. Возьмем ножницы и без всякого якова вырежем вот такой овал. Сверху меньше, к низу расклешенненько. Вот у нас получится вот такая заготовка. Она должна напоминать, такой, как елочка. Сейчас вы поймете все. Делайте со мной вместе, и мы с вами придем к удивительному результату. Вот такой овал. Теперь будем идти по очереди. По этому овалу выкроим две части я буду кроить из вот такой кремовой ткани. Это будет основа для нашей прихватки. Выкраиваем две детали и проклеиваем тонким флизелином. Сейчас я покажу, и вы увидите, что получится. Я вырезала и проклеила две детальки. Две детали нам нужно для того, чтобы сделать сразу две прихваточки. Вы можете делать одну. Мы будем делать идентичные две прихваточки. Вот еще хочу сказать, что я когда вырезала, я дала припуск, сделала припуск где-то сантиметр даже. Вот так вот. Чтобы побольше была немножечко. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Берем нашу заготовку, вот так складываем. Да? Складываем, и сейчас будет такое волшебство. Рисуем, например, по центру прихваточки у нас будут елочки. Я прям на глаз рисую. Вы можете более детально прорабатывать. Я люблю по-быстрому. Вот видите, елочку я нарисовала, да? С одной стороны. Теперь нам не надо разворачивать ее и рисовать здесь. Мы должны просто взять эту елочку и вырезать. После того, когда мы вырежем, у нас получится выкройка этой елочки. Мы должны будем такую елочку выкроить из джинсовой ткани. Сейчас я вам покажу, что я делаю. Я сделала выкройку, и по этой выкройке я вырезала две елочки. На одну прихваточку и на вторую. Но это еще не все. Теперь дальше продолжаем работать с нашей выкройкой. Берем нашу выкройку и ее срезаем на где-то 0,7 сантиметров. Вот так вот. Смотрите. Наша елочка стала чуть поменьше. Теперь по этой выкройке мы делаем еще две выкройки елочки, только уже другого цвета. Я сделала из красной джинсовой ткани.
Вот они, эти елочки. Смотрите. Так. Теперь берем нашу выкройку и делаем еще меньше на 1 сантиметр. Ну, не на 1, а где-то, ну, меньше, короче. Еще меньше. Ну, вы уже, когда будете вырезать, вы поймете, как вам лучше всего сделать. Сделали еще меньше елочку. Ну, следите, чтобы она была красивая. Красивая. Вот такая елочка у нас, да? И из этой выкройки я делаю елочку из цветной джинсовой ткани, полосочку. Вот такие у меня кусочки получились. Посмотрите, как это красиво. Сейчас мы должны будем эти елочки пришить к основе. Но давайте сейчас немножечко пофантазируем. Как же сделать так, чтобы было, ну, очень красиво? Мне, например, вот такая вот статичность не очень нравится. Поэтому я бы, например, елочки пришивала слегка, там, скажем, сместив их в бок. Ну, к примеру, вот таким образом. Можно сделать статичную композицию, то есть одна, вторая, третья елочка друг из-за дружки выглядывают. Теперь мы должны будем пришить эти елочки. Пришиваем по очереди. Одну, вторую, третью. Сюда я, наверное, прикреплю еще такие кусочки маленькие, обрежем из ткани и сделаем ножку. Сюда к елочке ножку. И с этой стороны тоже этой елочке тоже нужна ножка. Вот так вот. Таким образом, сначала пришиваем нижнюю елочку с ножкой, потом красненькую и в полосочку. Ну, вы уже смотрите, какие у вас будут ткани. Ткани могут быть разные, не обязательно это могут быть джинсовые ткани. Я просто сейчас ликвидирую свои джинсовые остатки, и поэтому решила сделать такие прихваточки. Сейчас я все пришью и покажу, что будет, и мы продолжим нашу работу. Вот что у меня получилось. Очень красиво, креативно и необычно. Так как я пришивала елочки без обработки, у нас, получается, они махрятся по краю. И в этом-то и будет интерес этой прихватки. Вот я сейчас хочу прямо на глазах у вас проделать один эксперимент. Не знаю, что получится, как будет смотреться, но мне кажется, когда со временем вот эти вот края помахрятся, да, распушатся, это будет очень оригинально и красиво. Словно иголочки торчат у елочки. Давайте посмотрим. Ну, я сейчас искусственно это попытаюсь сделать вот таким образом. И мы посмотрим, что получится. Ой, прелесть какая получается. Смотрите. Я взяла жесткую щетку и вот так вот ее елочки наши расчесывая. Смотрите, как это красиво получается. Ну, можно это делать бесконечно, но на этом я завершу эксперимент, и вы посмотрите, как красиво. Мне очень нравится вот этот эффект. Вот этот джинсы более жесткие, они будут махриться не так быстро, но тем не менее. Можно взять иголочку, прям искусственно помахрить. Мне очень нравится. Ну что ж, продолжим. Теперь нам нужно выкроить нижнюю часть для нашей прихваточки. Я это сделаю из таких серых джинсов. Ну и, конечно, сделать
поставить утеплители. У меня это синтепон. Он тонкий, поэтому я сделала 2 такие синтепоновые прокладочки. Вот смотрите, я сделала на 1 сантиметр меньше, чтобы когда пришивать, не было толстых швов. Вот так вот. Сейчас я здесь прошью машинкой, чтобы легче дальше нам было работать. Я прострочила наши прихватки по периметру. Здесь я закрепила петелечку. Теперь нам нужно обработать наши края, и наши прихваточки будут готовы. Я выкроила вот такую ленту, косую бейку из рубашечной ткани. Отрезала рукав, по косой выкроила полоски. Полоски где-то 4,5-5 сантиметров. Теперь нам нужно, вот сшила, видите, по всей длине. Теперь нам нужно полосочки вот так вот прикрепить, закрепить прищепочками по кругу. Аккуратненько закрепляем. После того, когда мы закрепим прищепками, мы прострачиваем нашу косую беечку. Здесь на стыке делаем вот так вот подгибочку, подворачиваем край и лишнее обрезаем. Вот так обрежем. Затем нам надо будет эту беечку отвернуть на ту сторону, опять подвернуть и прострочить или же подшить на руках. Я буду делать вручную вот эту вот изнаночную сторону. Оно получается аккуратнее и красивее. Сейчас я это все сделаю, покажу, что получится. Я пришила бейку. Вот как красиво все получается. Мне кажется, что эта бейка очень подходит к этим прихваткам. Отвернула на изнаночную сторону. Края подвернула. Прищепочками заколола. И сейчас вручную прошью по периметру нашу прихваточку. Одну и вторую. И затем мы сможем увидеть окончательный результат, который, я думаю, нас всех порадует. Посмотрите, какой замечательный результат у нас получился. Какие красивые, оригинальные, эффектные прихваточки. Думаю, любая хозяйка будет рада иметь такой подарок. Эту прихваточку я еще и простегала. Елочка получилась с этой стороны. А эту оставила так. Делайте такие замечательные подарки, дарите близким и родным. Ну а я прощаюсь с вами. Если вам я оказалась полезной, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет очень интересно. Пока-пока.